Приветствую! Сегодня мы готовим каталонский крем, испанский десерт, который больше известен под названием крема каталана. Нам понадобится 500 мл молока, которое необходимо перелить в кастрюлю с толстым дном. У меня молоко магазинное жирностью 3,2%. Небольшую часть молока, буквально 50-100 мл от общего количества, в кастрюлю не выливаем, оно нам понадобится позже. В эту же кастрюлю к молоку добавляем 50 граммов сахара, в идеале коричневого, но подойдет и обычный. Одну палочку корицы, можно использовать и молотую, но тогда десерт получится не очень красивого цвета. И цедру одного апельсина или лимона. Кастрюлю с молоком ставим на средний огонь и доводим молоко до кипения. А пока молоко греется, берем 4 яйца, у меня категории S0. Яйца необходимо разделить на белки и желтки. Белки в этом рецепте нам не понадобятся. А с желтками продолжаем работать. Добавляем в них 50 граммов сахара. И по желанию пакетик ванильного сахара. С помощью венчика перетираем желтки с сахаром до тех пор, пока практически весь сахар не растворится, а сами желтки не станут похожи на однородный крем. Мне для достижения такого результата понадобилось около 3 минут. Теперь в желтковую массу вливаем молоко, которое мы ранее оставляли. Хорошо все перемешиваем. А потом сюда же добавляем 25 граммов кукурузного крахмала. И еще раз тщательно все перемешиваем, чтобы весь крахмал разошелся. Отставляем пока желтки в сторону и займемся молоком, которое к этому времени как раз закипело. Снимаем молоко с огня и процеживаем его через сито, чтобы убрать цедру и корицу. Процеженное и все еще очень горячее молоко нужно соединить с желтками, но таким образом, чтобы последние не свернулись. Поэтому сначала вливаем немного горячего молока в желтки, которые при этом нужно активно перемешивать. Под «немного» я подразумеваю несколько, буквально 2-3 половника молока. А затем получившуюся молочную желтковую смесь переливаем в миску с горячим молоком и еще раз активно и хорошо все перемешиваем. Получившуюся смесь переливаем в кастрюлю, в которой ранее грели молоко, и снова ставим эту кастрюлю на плиту. Включаем минимальный уровень нагрева и при постоянном помешивании доводим основу десерта до загустения и кипения. После того, как масса начнет кипеть, то есть на поверхности появятся так называемые бульки, провариваем ее еще на протяжении 1-2 минут, чтобы в готовом десерте вкус крахмала не чувствовался от слова совсем. Кастрюлю с готовой основой снимаем с огня и разливаем массу по формочкам, пиалочкам или даже небольшим баночкам. Я использую 4 рамякина диаметром 9 см и высотой 5 см. Рекомендую разливать массу по формочкам очень оперативно, поскольку она начинает застывать буквально на глазах. Если вы немного замешкались и поверхность десерта в пиалках получилась очень неровной, то ее можно немного сгладить, используя ложку, смоченную в горячей воде. Заполненную каталонским кремом посуду накрываем пленкой или крышками и оставляем на столе до полного остывания, а затем убираем в холодильник как минимум на 3-4 часа. А когда крема каталана хорошо охладится, этот десерт можно подавать гостям. Но перед этим присыпаем поверхность десерта в каждой креманке сахаром, предпочтительно коричневым. Достаточно по половине или 1 чайной ложки сахара на каждую порцию десерта. Также по желанию в сахарную присыпку можно добавить чуть-чуть мускатного ореха. И тогда десерт получится по-настоящему испанским. Теперь нам понадобится газовая горелка, с помощью которой мы будем обжигать сахар на поверхности десерта, превращая его в слой ароматной карамели. Если у вас такой горелки нет, то можно воспользоваться духовкой с функцией гриль. Поставьте креманки на несколько минут под гриль и получите красивую карамельную корочку на этом испанском десерте. Делать карамельную корочку на десерте заранее не рекомендую. Сахар начнет вытягивать жидкость и десерт будет плавать в сиропе. Вкус крема, конечно же, от этого не изменится, но вот внешний вид будет испорчен. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита
и до новых встреч!